Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим торт «Черный принц». Для его приготовления нам понадобится для бисквита 480 грамм кефира, 460 грамм сахара, 260 грамм муки, 40 грамм какао, 4 яйца, 1,5–2 чайные ложки соды. Для сиропа 50 грамм сахара, 50 грамм воды, 4–5 столовых ложек коньяка. Для крема 500 грамм сливок, 200 грамм сахарной пудры. Для глазури 75 грамм сливочного масла, 4 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки какао. Прежде всего разогреваем духовку до 180 градусов. У меня электрический духовой шкаф, и я использую режим вверх-вниз. Теперь приступаем к приготовлению теста для бисквита. Все продукты должны быть комнатной температуры. Яйца взбиваем с сахаром до пышности и побеления. Затем вливаем кефир, продолжая смешивать. В отдельной посуде соединяем вместе муку, какао и соду. Просеивая, добавляем в основную смесь. Тщательно смешиваем, чтобы не было комочков. Тесто получается довольно жидким. Делим тесто на две части и выпекаем в двух формах диаметром 20 см. Смазывать форму маслом не нужно. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45–50 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой. Она должна выходить из бисквита сухой и чистой. Готовые бисквиты остужаем на решетке. Затем заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь. Теперь приготовим сироп для пропитки бисквита. В сотейнике соединяем сахар и воду. Ставим на средний огонь и варим до растворения сахара. Затем вливаем коньяк и остужаем. Приготовим крем. Холодные сливки начинаем взбивать на средних оборотах миксера, постепенно увеличивая скорость. Понемногу добавляем сахарную пудру. Сливки взбиваем до плотных пиков. Приступаем к сборке торта. Сначала делим бисквиты на коржи. Я делаю это обычным большим ножом. Подкладываю под нож опору в виде книги и намечаю высоту будущего коржа, немного надрезая бисквит. Потом книгу убираю и, продолжая вращать бисквит, продвигаю нож к середине. Всего получается 4 коржа.
В этот раз я решила сделать небольшой сюрприз для любителей советского пирожного «Картошка». Вы можете пропустить этот шаг и сделать традиционный торт. Один из коржей пробиваем в блендере в крошку и смешиваем с кремом из взбитых сливок. Примерно 100 грамм крема. Крем добавляйте постепенно, потому что масса не должна течь или рассыпаться. Она должна хорошо держать форму. Итак, соберем наш тортик. Я это буду делать в кольце. Первый корж укладываем на подложку, закрепив его кремом, чтобы он не скользил. Пропитываем сиропом. Выкладываем на корж часть крема из взбитых сливок. Разравниваем. Выкладываем нашу крошку с кремом и стараемся равномерно распределить и утрамбовать. Сверху покрываем кремом. На каждый слой уходит примерно 100 грамм крема. Накрываем вторым коржом и пропитываем сиропом. Смазываем кремом. Затем накрываем третьим коржом и пропитываем сиропом. Сверху наносим крем, выравниваем верх и бока торта. Отправляем в холодильник до застывания на 2-3 часа. Теперь займемся приготовлением глазури. В сотейнике соединяем вместе сметану, сливочное масло, сахар и какао. Перемешиваем и варим на небольшом огне минуты 3-4 до полного соединения всех ингредиентов. Снимаем с огня и остужаем до 30-35 градусов. Достаем торт из холодильника и поливаем глазурью. Снова убираем в холодильник. Торт «Черный принц» получается очень нежный, влажный и необычайно шоколадный, несмотря на то, что в нем нет и грамма шоколада. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале Лимонный Щербет.